просить у меня прощения. Доброе утро. Егор прав. Это я во всем виновата. Я должна была сразу рассказать Вадиму, тогда бы ничего не произошло. Успокойся. Не нужно брать вину на себя. Ну что, я звоню. Угу. Да, Стас, доброе утро. Аня, Егор просил передать, что… Ты везешь его домой? Нет, я его не привезу. Ну тогда мы можем заехать за ним. По просьбе моего крестника мы подаем на тебя в суд с целью лишения опеки. То есть как? Егор хочет, чтобы его опекуном назначили меня. Он не хочет больше жить с тобой. И ты согласен стать его опекуном? Ради Егора я пойду на все. Чушь! Да пока он болел, ты ни разу к нему не заехал. Аня, Егор изъявил свое желание. Я докажу в суде, что отлично заботилась о Егоре, и меня ни за что не лишат опеки. Хорошо. Значит, до встречи в суде. Все будет хорошо. Я все понял. Так я должна поговорить с Егором. Подожди-ка. Дай мальчику выдохнуть. Он сейчас на эмоциях. Или сделаешь хуже. Ром, мне страшно. Не бойся. Чтобы судья лишил тебя опекунства, нужна существенная причина. А у Никанорова ее нет. Давай найдем Юлю. Давай. Стас, можно тебя на минутку? Ты мне можешь ответить на один вопрос? Я не хочу сейчас об этом говорить. Как ты мог так с нами поступить? Потом поговорим. Нет, не потом. Ты мне скажи, где ты деньги возьмешь, чтобы долг отдать. Не ори, нас все слышат, дура. Ах так. Крестный, принеси плед, пожалуйста. Извини, Егор, не сейчас. Привет. 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 А почему ваши родители ссорятся? Да, у них бывает. Я не понял. Крестный должен кому-то денег? Просто папа… Иногда ссорится с мамой. Как и все родители. Пустяки. Скоро помирятся. Ладно, пошли. То есть вы хотите, чтобы я ее по одному имени нашел, да? Но вы догадываетесь, сколько в городе Юль? Ну, все, что нам известно, это то, что зовут Юлия, она из Васильевки. Это в корне меняет дело. Но там Юль тоже тьма. Понятно. Вот если бы у вас было фото, вы бы мне прислали. Я бы запустил полицейскую программу. Ну, совпадение лиц. Если бы она где-нибудь там в интернете выложила свой лик, то мы бы ее быстро нашли. И по IP. Старик, ну очень надо. Выручай. У нас нет ее фото. Все аккаунты она удалила. Ну. Погоди. Есть одно фото в телефоне у Егора, я видел. Ну так отлично. Пришли мне его. Пришли. Думаешь, это так просто? Ну, не так просто. Нет фото, нет Юли. Не волнуйся, все будет нормально. Егор, Сделайте шаг назад. с какой-то стати, кто вы такой? Анатолий Гринев. Представляю интересы Егора Корабельника. Сделайте, пожалуйста, шаг назад. Вы создаете стрессовую ситуацию для моего клиента. Что за бред, а? Я вас прошу отойти назад, иначе я вынужден буду заявить, что вы пытались надавить на моего клиента. Нет, Ром, нам надо было нанять адвоката, сами мы не справимся. Аня, выяснения отношений сейчас не пойдут на пользу. Это всего лишь предварительное слушание. Давай посмотрим, что они предъявят. Предварительное слушание по делу об опеке. Прошу заходить. Идем, все будет хорошо.
Анна Корабельник не соблюдает имущественные права моего подзащитного. Егор Корабельник и опекунский совет, представители которого сейчас присутствуют в зале суда, требуют лишить мачеху прав опеки и передать их крестному отцу Станиславу Никанорову. Позвольте. Как конкретно я не соблюдаю имущественные права Егора? Анна Корабельник инициировала продажу строительной компании, значительная доля которой принадлежала моему подзащитному. Это произошло против его воли и вопреки здравому смыслу. Но продать компанию меня уговорил господин Никаноров. Это ложь. Второй собственник компании, Станислав Никаноров, не настаивал на продаже компании, даже наоборот. Он прекрасно понимал, что как только Егор станет у руля предприятия, он заработает сумму, значительно превышающую стоимость самой компании. Он разъяснял это Анне, но она лишила своего пасынка возможности стать руководителем компании отца. Это ложь. Господин Никаноров настоял на том, чтобы мы продали компанию, иначе она обанкротится. Стас, ну разве не так? Спасибо. Сядьте, пожалуйста. Извините. Анна Корабельник действовала от лица своего пасынка. И если бы она не захотела, сделка бы не состоялась. Егор Корабельник не требует материальной компенсации. Единственное, что он просит, это передать опеку Станиславу Никанорову. Егор Вадимович, мои слова верны? Абсолютно. Это в моих интересах. А что, если Егору будет лучше со Стасом, чем со мной? Никаноров хоть и мало его навещал, но у него жена, дети. У Егора, по крайней мере, будет семья. Мне не нравится эта идея. Здесь прежде всего нужно думать об интересах Егора. Никаноров выставил тебя последней стервой. Оболгал в глазах Егора и суда. Ты хочешь, чтобы он жил с ними? Я точно знаю, что я должна найти Юлю. Ром, хоть эту ошибку я должна исправить. Я помогу тебе. Все будет хорошо. Пойдем. Спасибо. Здравствуйте, Станислав. Я могу видеть Егора? Нет, не можете. Я по поводу тренировок. Привет, чувак. Что ты здесь делаешь? Пришел тебя навестить. А, Как поживаешь? отлично. Обо мне здесь хорошо заботятся. Ну что ж, я рад за тебя. Понимаешь, я не люблю оставлять дела недоделанными. Поэтому программу тренировок я тебе все равно загружу. И ты должен ее выполнять. Лады? Загружай быстрее и уходи, ты меня отвлекаешь. Ой-ой-ой, какие мы занятые. Телефон давай. Так, сейчас. О чем задумалась? Что ты здесь делаешь? Тебе лучше уйти. Быстро в дом. Пошел вон отсюда. Да что вы так нервничаете? Ты сюда незаконно вторгся, и я об этом сообщу в суд. А если еще раз повторится, вызову полицию. Понятно? Понятно. Выход вон там. Я понял. До свидания. Всего хорошего. Егор, что он тебе говорил? Он угрожал тебе? Нет. Точно? Да. Ну что, Бабам! Достал. серьезно? Ну, не скажу, что это было легко. Вот. Ты герой. Ну теперь-то Никита ее найдет? Ну, будем надеяться. Как там Егор? Ну, я видел его недолго, сказал, что заботится о нем хорошо. Да? Да. Ну, он хорошо выглядит, и все так, в порядке. Ясно. Слушай, может, мне тогда не стоит за него бороться в суде, если ему хорошо? Пусть живет с Никаноровым. Ну, я, конечно,
Не буду спорить, но как скажешь. Что как скажешь? Как скажешь. Первые за 3 месяца я вообще не знаю, что мне делать. Как что делать? Гулять. Поехали. Ой, прости, пожалуйста. Вот так вот, чуть вместе. Давай тебя поснимаю. Так. Отлично. Ну, можно еще лучше. Было очень больно. Было очень приятно. Это, по-моему, неплохо. Отлично. Да? Но ты лучше это делаешь, чем я. Давай. Лови. Хочешь? Давай. Все? Ну что, я пойду? Знаешь, я насчет тебя ошибался. Ты клевая. Ты тоже клевый. И очень похож на своего отца. Аня, привет. Я купил тебе какао и еще кое-что. Ого! Спасибо. Да не за что. Так, завтракаем быстро и едем на озеро. У нас напряженный график. Хорошо, как скажешь. Спасибо за какао. Ой, мне кто-то звонит по скайпу. Сейчас я отвечу и пойду Давай. переодеваться, ладно? Я не знаю, кто это. Кто это? Алло? Hello, it's William Jones, Dean of London Technical School. Who am I speaking with? Hello. It's Anne, stepmother of Igor. Oh, great. Some time ago, you informed us that now you are Yegor's caretaker. But a man named Stanislav Nikanorov phoned us and presented himself as a new caretaker for the boy. Is that true? No, I mean, we're here now, but officially I'm still Yegor's caretaker. Oh, I see. William, may I ask you, what did Nikanorov want? He asked if we could send all of the belongings and documents by mail, because the boy will not be our student anymore. But for what reason? He told he could not afford British education. It's nonsense. Doesn't matter who Igor's caretaker is. My husband created special fund to pay all expenses connected with his son's education. Oh, unfortunately, I know nothing about that. Okay. All right. Thank you. Can I call you back? Yes, please. I wish you a good day. Good day. Bye. Фух. Ты, наверное, ничего не понял? Ну так, немного. В общем, Никаноров сообщил в лондонскую школу, что Егор больше не будет у них учиться, потому как не может себе этого позволить. Но это бред. Егор может себе это позволить, и еще как. Я
Даже боюсь предположить, на что Стас собирается тратить деньги из образовательного фонда. Похоже, мы рано расслабились. Да не то слово. Ну хорошо, я могу допустить, что да, Егор согласен с ним жить, и его это устраивает. Но я-то думала, что он будет продолжать обучение в своей школе в Лондоне, ну хотя бы дистанционно. Значит так, я попытаюсь ему позвонить. Да это бесполезно. Без шансов. Никаноров тоже не ответит, это понятно. Значит так, нам надо выяснить, в какой школе будет учиться Егор любыми способами. Кажется, они выезжают. Видимо, Егор и его дети учатся вместе. Поехали. Ром, я не понимаю, чему здесь можно научить вундеркинда, который по робототехнике может докторскую защитить? Может, у Никанорова такой подход к воспитанию? Не знаю. В любом случае, нам нужен адвокат. Сами мы не справимся. Да, я согласна. И в суде мы обязательно спросим у Никанорова, почему Егор больше не учится в Лондоне, а учится здесь. О, Господи, он упал, Ром, я должна ему помочь. Стой! Ты только все испортишь. Поехали. Попробуем поговорить с Никаноровым. Покерный клуб. Что он здесь делает? Я уверена, что он игроман. Что будет с Егором? Он спустит его состояние. Так, а как нам ему помочь? Сейчас, извини. Да, алло. Здравствуйте, Анна. Это Кирилл Нежин. Я узнал ваш телефон у общих знакомых. Вы же мне так свой не оставили. А, да, я слушаю. На техническом форуме, помните, вы обещали мне свидание? Сейчас, извините, пожалуйста. Прости. Кирилл, мне кажется, что вы меня неправильно поняли. Я ничего такого не имела в виду. Вот как. Что ж, я надеялся… Кирилл, поймите, вы замечательный человек, и я надеюсь, что мы с вами останемся в хороших, приятельских отношениях. Что ж, меня это не радует, конечно, но я слишком уважаю вас и себя, чтобы навязываться. Извините, что обнадежила вас. Вы все равно обращайтесь по любому поводу. Чем смогу, помогу. На самом деле, у меня есть к вам одна просьба. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой Станислав Никаноров? Да, я его знаю, конечно. А это правда, что он игрок? Да, это правда. У нас в стране, конечно, запрещены азартные игры, но определенные люди встречаются и играют на деньги. На большие, Аня. Он проигрывает? Да, и много. Скажите, а где в нашем городе играют на деньги? Клуб спортивного покера «Зеленый носорог». Там есть VIP-комната, я бывал пару раз. Как туда попасть? Анечка, а вы хотите сыграть? Нет, просто мне надо кое-что проверить. Нужно дать официанту щедрые чаевые, сказать, кто вас порекомендовал, вы можете сослаться на меня. Но я вас предупреждаю, есть правила. Никаких сотовых телефонов. Свой сотовый вы сдадите на входе, иначе у вас могут быть проблемы. Ясно. Спасибо, спасибо вам огромное, Кирилл. Вы меня очень выручили, и я желаю вам счастья. И я вам, Анечка. Всего доброго. Что-то случилось? Нет, все отлично. Мы пойдем в этот клуб и докажем, что Никаноров игроман. Как? Он же нас узнает. Не узнает. Я все придумала. Он поставил $3000.
Он удвоил ставку. Он сейчас проиграет все деньги Егора. Пора. Мне кажется, он нас заметил. Он просто проиграл. Для меня было шоком узнать, что Вадим погиб. Он был настоящим человеком. Вы правильно сделали, Анна, что обратились ко мне. Я возьму на себя все юридические вопросы. Спасибо, Юрий Иванович. Я знаю, что Вадим вам очень доверял. Я знаю. Да, по телефону вы сказали, что подозреваете, будто Никаноров игроман. Да-да-да, у нас даже есть доказательства. Да? Вот. К сожалению, эти фотографии не будут иметь большого веса в суде. Это еще почему? Ну, посмотрите. Скажите, что вы видите на снимке? Ну, что я вижу? Я вижу, как Никаноров играет в покер. А вы что? Я понял, он просто сидит за столом, где лежат карты и деньги. Правильно. Значит ли это, что он играет в покер на деньги? Однозначно сказать невозможно. То, что он сидит за столом с картами и деньгами, еще не означает, что он игроман. Но мы же это с вами знаем. Анна, давайте так. Чтобы вы не наломали дров, я по своим каналам наведу справки о Никанорове. Ну, вдруг мне удастся накопать что-то более весомое. У меня новость. Так, узнали что-то важное? Глобально я бы сказал. Только постарайтесь выслушать меня спокойно. Хорошо. Так вот, у меня много знакомых в бизнес-кругах. И вот с одним из них Никаноров выпивал до Нового года. Будучи пьяным, он рассказал, что прошлой осенью получил предложение продать строительную фирму. Якобы его партнер Вадим Корабельник был не против этого. Да, я знаю, Вадим мне про это рассказывал. Да, он даже самостоятельно взял аванс у покупателей. Но основной собственник, Вадим, принял решение фирму не продавать. Надо понимать, аванс Никаноров уже потратил. Да. И тем самым поставил себя в патовую ситуацию. С одной стороны, покупатели, которые требовали продолжения сделки, а с другой стороны, его партнер, который категорически этой сделки не желал. Но теперь понятно, почему он говорил мне продать фирму. Мы же можем это использовать в суде? Анна, к сожалению, слова моего товарища ничем не подкреплены. Они не имеют юридической силы. То есть мы ничего с этим не можем сделать? Ну, почему же? Мне нужно сначала ознакомиться с материалами дела, заключениями экспертов относительно гибели Вадима. Да, кстати, я послал запрос, вы его завтра можете получить у следователя. Подождите, я правильно понимаю, вы намекаете на то, что Никаноров мог организовать… Да. У Станислава Никанорова были мотивы убить вашего мужа Вадима Корабельника. Обвинение в несоблюдении имущественных прав подопечного беспочвенны. Утверждение, что через несколько лет Егор Корабельник смог бы заработать сумму гораздо большую, чем ту, которую он получил от продажи фирмы, спорно. Об этом говорят прогнозы рынка недвижимости. Все прогнозы рынка недвижимости в нашей стране не сбылись даже на 80%. А мы основывались на исследованиях Британского института экономики. Коллеги, у нас сейчас бессмысленная риторика. Все средства, полученные от продажи фирмы, лежат в Европейском банке под хорошие проценты. Какие еще претензии есть у подопечного к своему опекуну? Анна Корабельник тратила средства Егора. Ваша честь. Ваша честь.
Вот документы. Здесь суммы, которые были списаны со счета Егора. Все они пошли на жизненные траты и реабилитацию Егора. Мы обязательно ознакомимся с этими документами. Ведь у нас есть все основания полагать, что госпожа Корабельник недостаточно уделяла времени своему пасынку. Поэтому возникли неконтролируемые расходы. А почему вы так уверены, что моя клиентка не уделяла должного внимания Егору? Да потому что сразу после смерти мужа она завела интрижку с физиотерапевтом своего пасынка. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь. И продолжала тратить огромные суммы на дорогую терапию. Конечно, юридически отношения госпожи Корабельник и господина Громова не имеют никакого значения. Но суд должен сделать определенные выводы относительно характера мачехи моего подзащитного. Уверен, что такой легкомысленной особе нельзя доверять опекунство над травмированным подростком. Я прошу прощения, а почему вы решили, что у нас интрижка? У нас серьезные отношения, и мы собираемся пожениться. И заботиться о Егоре вместе. Да, Ваша честь, это правда. Ну, что сказать, у меня нет слов. Потрясающая работа. Спасибо вам. Это еще не конец. Наши противники, они изобретательны. А вот заявить о будущей свадьбе в данной ситуации была превосходной идеей. Вы молодцы. Это все он. Ну что, жду заключения следователя. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. Ром, ну это было лихо. Круто, спасибо тебе. Ань, я… Да? Да нет, ничего. Ну что, пойдем? Пойдем. Да, неплохо у нас полицейские зарабатывают. Не говори. Здравствуйте. Анна, рад вас видеть. Здравствуйте. По вашему запросу я подготовил заключение о несчастном случае. Если вы подождете пару минут, я вам его вынесу. Да, конечно, но у нас есть еще одна просьба. Мы бы хотели поговорить с экспертом, который делал заключение. Это возможно? Конечно, если вы желаете. Да. Его зовут Александр Ложкин, он как раз сейчас здесь. А это кто с вами? Это Роман Громов, друг семьи. Ну, пойдемте. Ваш муж гнал со скоростью около 100 км в час по зигзагообразной дороге ночью. На повороте не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. Вот здесь все описано. Вы говорите, 100 км в час? Да, помните, я вам об этом говорил у вас дома. Впрочем, вы тогда были в таком состоянии. Да-да, я помню. Спасибо. До свидания. До свидания. Да, проходите. Добрый день, Юрий Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Здравствуйте. Ну, как успехи? В общем так, мы побывали на месте аварии. Вот дерево, в которое врезалась машина. Как не самый последний гонщик, я готов заявить, что если бы Вадим ехал со скоростью 100 км в час и врезался в дерево, то они с Егором разбились бы вдребезги. Пацан не выжил бы даже пристегнутым. А на какой скорости, вы думаете, ехал Вадим? Думаю, Егор прав. Не больше 50 километров. И Вадим не справился с управлением? Но я в это не верю. Я тоже. Ну, машина могла быть неисправной, и эту неисправность могли подстроить. Но чтобы автомобиль вышел из строя, над ним могли поработать в тот же день или накануне. А как именно поработать? Ну, например, испортить привод гидроусилителя или патрубок перерезать. Жидкость вытекает, и машина выходит из строя, все. Анна, вспомните, в день аварии или за день до нее, где стояла машина Вадима? Ну, как обычно, во дворе нашего дома. Только там?
Вадим на ней никуда не ездил? Накануне… Так, мы были на теннисном корте. Это близко, туда мы ходили пешком. До этого он ездил в банк, но ненадолго. Все, кажется. И он оставлял там машину? Ну, разумеется, он оставлял машину во дворе, перед банком. Улица перед банком средь бела дня не подходит. Я бы выбрал какое-нибудь безлюдное место. Или пробраться во двор вашего дома ночью? Нет. Тогда сработала бы сигнализация. Мы сигнализацию включаем только когда надолго уезжаем. Подожди, Аня, у вас же стоит система видеонаблюдения. Да, да. И видео с камер наблюдения передается в охранную фирму, которая занимается безопасностью нашего коттеджного поселка. Да, я знаю, как эти фирмы занимаются безопасностью. Дежурный сидит перед множеством мониторов. Иногда эти ребята просто засыпают. Да, да. Даже если так, прошло слишком много времени. 5 месяцев. Записи, скорее всего, стерты. Мы должны проверить. Да. Анна, как называется охранная фирма? Гепард. А у меня, кажется, сейчас должна быть визитка. Секунду. Да, вот. Можно им позвонить. Я это и собираюсь сделать. Здравствуйте. Я представляю интересы вашей клиентки Анны Корабельник. Скажите, могу ли я получить видеозапись наблюдения за ее домом за… 20 апреля. За 20 апреля? Уже стерто. Подождите. Скажите, а жесткий диск, на который они были записаны, мы можем получить? Угу. Спасибо. Я, конечно, не могу ничего гарантировать, но кое-что мы можем попробовать. Ну как, получается? Ну, погоди, чувак, я же не волшебник. Врешь. Ты подпольный Гендальф. Ой, ты не перехвали. Задача-то не из легких. Я достаю информацию, которая была записана 5 месяцев назад. Это при том, что уже 4 раза что-то переписывали. Вот что интересно. Знаете, в этой фирме стирают информацию 1 числа каждого месяца. А здесь стерли 20-го утром. То есть сразу после той ночи, которая вас интересует. Ну, понятно. Значит, в агентстве кто-то был подкуплен. Да, скорее всего. Валя. Смотрим кино. Я же говорил, ты Гендальф. Так. Вот он. Знаю я, что он там делает. Ребят, ну… Мы не видим его лица, как мы его найдем? Погоди, погоди. Ой, пожалуйста, верни чуть-чуть. Так, а можешь увеличить? Еще. Господи, боже мой. Это же эксперт. Ром, это Ложкин. Не волнуйтесь, сегодня дело решится в нашу пользу. Пойдемте. Ну что? Только что арестовали Ложкина. Предъявили ему видеозапись. Он во всем сознался. В чем конкретно? Никаноров заплатил ему, чтобы он подрезал патрубок. А следователь? Ложкин показал, что по ним тоже подкуплен. И работник охранной фирмы за то, что не забил тревогу, когда во двор пробрался незнакомец. А потом затер запись. Никаноров заплатил ему немалые деньги. Оторвал от сердца, так сказать, самое дорогое. Боже мой, когда арестуют эту тварь? Давайте подождем. Пройдемте в зал. Пройдемте. Ань. Прошу. Встать.
Суд идет. Прошу садиться. Разрешите? Извините за вмешательство. Станислав Никаноров? Да. Вы обвиняетесь в убийстве Вадима Корабельника. Прошу следовать за мной. Это какая-то ошибка. Все будет хорошо. Ваша честь. Дело о передаче опеки Егора Корабельника закрыто. Анна, хорошо, что Никаноров не успел воспользоваться деньгами Егора, так как формально не являлся его опекуном. Поддонок. Убийца. Ведь и компанию Егор потерял из-за него. Это правда. Но вот признать сделку недействительной будет крайне проблематично. Почему? Никаноров, получив свою долю, истратил ее. Ну, выиграл ли от этого Егор финансово или проиграл, покажет время. Но то, что я точно знаю, что Никаноров совершил страшное преступление и будет за это наказан. Спасибо. Да, я пойду поговорю с Егором. Хорошо. Значит так, мы сейчас поедем домой к Никанорову. Нужно забрать вещи Егора. Я так хочу его обнять. Ну, потерпи. Дай ему прийти в себя. Секундочку. Да, Никита, здорово. Здорово. Ну, говори, что там? Да, я понял. Очень жаль. Ну, давай, пока. Никита не нашел Юлю. Говорит, девочка вообще покинула всемирную паутину. Отлично. Меня зовут Анна Корабельник, и около 5 месяцев назад я совершила ужасную ошибку. Я разлучила Егора, моего пасынка, и его первую любовь, девушку Юлю. Егор познакомился с Юлей в социальной сети. Он учился в Лондоне, однако он решил переехать домой, чтобы быть с ней. Я не хотела, чтобы он возвращался и жил со мной и своим отцом. Я обратилась за помощью к одной особе, которая влезла в переписку Егора и Юли и сделала все, чтобы они никогда не встретились. С этого момента произошло много трагических событий, о которых я не стану рассказывать. Скажу только то, что Егор поехал в Васильевку искать Юлю, но не нашел. На обратном пути он попал в аварию, получил серьезные травмы и долго не мог ходить. Но Егор каждый день смотрел на фото любимой и работал над своим выздоровлением, чтобы наконец встать на ноги. И теперь каждую секунду я виню себя за то, что была слишком мелочной и подлой, дала этому ужасу случиться. Теперь я готова на все, чтобы вернуть друг другу двух любящих людей – Юлю и Егора. Все, кого тронуло мое признание, пожалуйста, сделайте репост. Юли нет ни в одной социальной сети. Но, может быть, кто-то из ее знакомых, кому известно об отношениях Юли и Егора, передаст ей мое послание? Егор сейчас дома. Он ждет эту девушку по адресу переулок Руставели 2. Юль! Что? Ничего. Так. Попрошу минуточку внимания. Ого. Так, интересно. Роман, Аня, я решил вернуться в Лондон. Восстановлюсь в технической школе. Неожиданно, но это твое право, и мы тебя поддерживаем. Тем более я уверена в том, что ты наверстаешь упущенное в школе и
Все будет хорошо. Но ты же не завтра уезжаешь, верно? Конечно, нет. Слава богу. Ну, старик, что ж, мы будем очень скучать. Очень. Я открою. Так, ну что, да? Очень вкусно. Еще? Угу. Смотри. Егор. Все. К тебе пришли. Юля? Привет. Можно мы на улицу выйдем? Ну, конечно. Ну вот, теперь ты счастлива? Не знаю. И да, и нет. Ты на меня больше не обижаешься? Нет? Нет. Это хорошо. Понимаешь, когда все это случилось, я думала, что это конец, что я никогда с этим не справлюсь. Но потом появился ты, и все как-то постепенно стало улучшаться и улучшаться. Спасибо тебе, Рома. Спасибо за то, что Егор снова начал ходить, за то, что наши отношения с ним наладились, за то, что мы нашли Юлю. Как-то много за что получается. Но я так не хочу, чтобы он уезжал в Лондон. Тем более сейчас, когда все так хорошо, когда я к нему так привязалась, он стал таким родным. Я думаю, он теперь никуда не уедет. Серьезно? Да. Ну, я на это рассчитываю. Тогда в зале суда, когда я сказал, что мы собираемся пожениться, я не шутил. Я готов сейчас сделать предложение. Аня? Да. Выходи за меня. Я согласна.